Битховен вот-вот прорвется и полетит на ATH. Сегодня мы с вами поговорим про крипторыночек, поговорим про биткоин, про альткоины, куда дальше будет двигаться рынок и разберем еще много всякого интересного. Поэтому влепите видосику лайк, он бесплатный, спустись вниз, поставь лайк, чтобы видос продвигался, напиши комментарий, а мы погнали! По битку очень интересная картина. Мы видим нисходящий уровень сопротивления, который можно провести по этим двум вершинам, и в очередной раз мы пришли к нему. Чем больше касаний уровня, тем выше шанс пробоя. При этом мы находимся в канале, то есть еще можно здесь провести уровень вот так вот по этим вот лоям. И мы, получается, находимся в таком канале. Где-то здесь у нас находится буферная зона, то есть мы еще можем до буферной зоны спуститься, от нее отскочить и пойти уже на пробитие ATH. Локально мы торговали картину такую в криптобазе, то есть у нас был такой локальный уровень сопротивления. После его пробоя можно было заходить в лонг, забрать движение. Вот, мне чуть не хватило 100 баксов до take профита, в итоге потом цена откатилась, выбила меня по стопу без убыток, хотя здесь часть зафиксировал, и потом все равно дошла до моих значений, то есть я говорил, что take профит можно ставить на 108 600, а тут было 108 700, практически 800, даже 800, наверное, было. Вот. Также у нас тут есть тоже уровень сопротивления, вот он, раз, касание, два, касание, 3, чуть-чуть не дошли. Но суть в том, что он где-то здесь вот находится, мы к нему подошли. То есть у нас есть раз уровень сопротивления, два уровня сопротивления. У нас есть очень сильное сопротивление. За этим уровнем сопротивления скоплено много стопов, сейчас вам покажу. Переходим на CoinGlass, у нас есть карта ликвидации BTC, и мы видим, что на отметке 109 248 у нас скоплено очень много ликвидаций. Чуть выше тоже, здесь вот, короче, пласт ликвидаций за 24 часа. Можем посмотреть более глобально. Но в любом случае очень много ликвидаций сверху, потому что все видят, что мы подошли к сопротивлению. И типа можно шортить сопротивление, потому что сейчас биток оттолкнется и локальный даун отталкивается, но мы таким образом можем стоять под сопротивлением, собирать стопы сверху. Когда достаточно стопов соберется, биток пойдет, и на ликвидациях он еще полетит выше. То есть обычно происходит пробой уровня, идут ликвидации шортов — это принудительная покупка, что толкает цену еще выше. Поэтому глобально, если смотреть, если Трамп ничего там в Твиттере что-то не скажет, война не начнется, то мы глобально пойдем вверх. Если смотреть на трехдневном графике, то вот как раз таки на 106 очень много тоже ликвидаций. Поэтому мы можем, как я говорил, откатиться до буферной зоны, там 105, 106 вот примерно, да, и потом уже пойти вверх. Вот здесь вот собрать стопы, здесь еще больше налипнет ликвидности, и потом это все снести. Поэтому локальная картина очень буллиш, но опять же я бы не отменял коррекцию вот в эту зону 105, тут как раз таки уровень находится, вот даже чуть выше, вот здесь вот где-то он находится, можно такую зону отметить. И вот 106, как я говорил, там много ликвидаций, то есть вот за этими лоями очень много ликвидаций. И может выглядеть что-то как-то вот так вот, то есть берем траекторию, берем так вот, сносим стопы, сносим, ликвидируем, возможно еще подтверждаем, делаем типа откат, что вот сейчас будет разворот вниз, собираем еще больше здесь ликвидности, и потом на ликвидациях бам-бам-бам-бам-бам, и мы на новом ATH. Сюда вот так вот, новом ATH, вот. Потому что у нас были отметки вот это, 110 у нас ключевая отметка, где у нас много ликвидности, 112. При этом уже индексы американского рынка, то есть вот SIPL, S&P 500 обновил хаи после этого падения Wave Shaped, разворот был, и мы уже обновили хаи, уже вышли выше того момента, когда мы падали на этих всех новостях, на пошлинах, на Трампах, на войне и на прочем, на рецессиях, там говорили, все, Америке хана, ну как обычно, здесь мы закупались, кстати, на S&P, когда здесь было падение, рынок альтов тоже падал, мы откупали. NASDAQ, тоже у нас индекс американских компаний, он тоже обновил ATH, то есть мы поднялись больше, чем когда падали, когда у нас был этот вот wave-shaped разворот. Америка уже на хаях, а BTC у нас немножко отстает. BTC у нас более волатильный, поэтому типа дать пару зеленых палок для BTC это не проблема. Можем здесь вот опять же торговаться под уровнем какое-то время, потом бам, пробойчик, подтверждение, снос ликвидности, дальше, снос ликвидности, дальше, снос ликвидности, ну и там пошли выше, короче, такое может быть. Вот, поэтому я бы ждал, я сейчас не вижу информации, откуда заходить. Если заходить в лонг, то это вот как минимум раз уровень, то есть 106, 200 где-то, и вот этот уровень 105 тысяч долларов, может чуть выше 105, 200, вот. И вот эти вот два уровня, отсюда можно типа лонги набрать. Но с текущих заходить в лонг, ну я не вижу, потому что у нас как минимум мы можем еще скорректироваться. И если мы будем уже поджиматься к уровню, здесь вот где-то будем торговаться, тут тоже можно уже заранее заходить в лонги, но я заранее обычно не захожу, я захожу на подтверждение пробоя, то есть когда уже пробой совершен, и мы там проторговались, закрепились на часовых свечах хотя бы, и тогда уже можно заходить. Либо мы сделали ретест, тогда от ретеста можно заходить тоже, типа прощание с уровнем так называемое, и потом поход выше. Поэтому биток у нас очень буллиш, несмотря на то, что может вниз пойти, либо здесь как-то торговаться, я думаю, что будем обновлять ATH, потому что Америка уже обновляет ATH, у нас денежная масса растет, давайте посмотрим USM2, вот United States Money Supply,
то есть сколько денег в Америке. Вот мы видим, что у нас опять обновляет ATH, то есть денежная масса просто растет нереальными темпами. И по битку мы находимся, ну не знаю, где-то может вот здесь вот по битку находимся. То есть биток отстает от денежной массы, обычно они коррелируют. Есть в интернете куча графиков, там денежная масса, М2, биток, сейчас даже попробуем найти, показать. Вот этот график, в моем телеграм-канале можете написать в поиске М2. Также подписывайтесь на тележку, там много полезной информации. Мы видим, что биток у нас находится где-то вот здесь вот, то есть что у нас глобальная масса это зеленый график, биткоин у нас синий график. То есть биток находится где-то здесь, а глобальная масса уже сильно выше. Как вы видите по истории, это история с 2023 года, но если посмотреть даже более глобально, биткоин идет за денежной массой. То есть если денег становится больше, соответственно ликвидности становится больше, эта ликвидность идет потом в рынке, это просто логично. Поэтому биткоин у нас отстает и скоро он вероятнее догонит. Если даже там приложить примерно график, можно даже посмотреть и другие я где-то публиковал, то это отметка $180 тысяч, если посмотреть по денежной массе. В Китае денежная масса растет, в Японии денежная масса растет, везде растет денежная масса. Поэтому как бы биток вот может, смотрите, вот примерно кто-то прикладывал, это старая денежная масса. Короче, где-то $180 тысяч туда можем прийти. Но моя оценка в этом рынке, примерный пик это $120 тысяч. Да, можем пойти выше, но на $120 тысяч это я думаю, что будет уже около пиковых значений в этом цикле. Поэтому такое у меня мнение. Да, опять же, можем и выше пойти, но опять же, я биток покупаю в долгосрок, я его не продаю, то есть я не торгую битком, такой на фьючерсах. А так, биток, то, что я покупаю, я его отлаживаю, потому что я не вижу смысла продавать его, потому что лучше актива на нашей планете нету. Давайте перейдем к альткоинам. И также хочу вам рассказать такую идею. У меня есть идея, соответственно, начать разгонять депозит со 100 баксов. То есть вот я уже начал, уже плюс $33.80. То есть со 100 баксов до $5000. Опять же, я у себя в телеграм-канале это писал пост сегодня, вот как раз таки писал пост, что давайте попробуем со 100 баксов до $5000 за 4 месяца. Я буду торговать, буду публично вам показывать сделки свои, будем обозревать их на ютубе, и все сделки будут находиться в криптобазе моем закрытом сообществе, в котором можно вступить по ссылочке в описании. Сейчас сделок буду публиковать в свой телеграм-канал Bendy Gang. Вот вчера мы ночью красиво поторговали, забрали многие пробойчики, то есть здесь заходили, пробойчик забрали, тут зашли, пробойчик забрали, тут зашли, забрали, тут зашли, тоже там эйп у нас. Короче, вкусно вчера поторговали ночью, опять же, я еще до роста рынка сказал об этом, тоже голосовое есть, что скорее всего будем расти. Вот, поэтому кому интересна такая вот идейка, напишите в комментарии, что go разгон депозита, либо go со 100 баксов до $5000, чтобы я понимал, интересно вам это или нет. Если интересно, то стартуем и буду в публичном доступе вам показывать, как я разгоняю депозит, получится или нет. У меня опять же в рынке 2 года опыта, я торгую в основном объемы всякие, торгую уровни, иногда Smart Money сейчас, конечно, очень сильно винрейт упал, потому что все его торгуют уже, все знают, что такое Smart Money, уже все эти ложные пробои, там постоянно орджи блоков и прочее происходит, поэтому я сейчас больше торгую от уровней и price action, это более такие прибыльные стратегии, более выше винрейт, поэтому go попробуем, пишите в комментариях, если интересно, мне будет интересно почитать. Вернемся к эфириуму. По эфириуму тоже мы сейчас подошли, кстати, вот у нас есть такая проторговка с 24 числа, и мы, считаю, ретестнули вот здесь вот уровень, то есть где-то здесь вот уровень был его пробой на импульсе жестком. Тут, кстати, была манипуляция интересная, то есть даже вот здесь вот можно уровень прочертить так вот. Давайте сделаем, чтобы вам было видно. То есть у нас был якобы пробой, люди заходили в лонги и потом резко всех сбрили. Тут минус 2% движения, обычно на пробой заходит с большим плечом, и тут 2%, то есть там с 50 плечом вас просто ликвидирует. И потом резкий импульс рост. То есть на ликвидации бам, выросли, здесь вот объем, всплеск объемов был. Поэтому такие вот манипуляции на рыночке тоже происходят. Я это все сидел, наблюдал, не заходил и заходил в пробой только уже по альткоинам, а не по эфиру. Мы по сути все равно в боковике, то есть мы сняли ликвидность за этим уровнем. То есть вот у нас уровень был, сняли ликвидность. Сейчас я не вижу, откуда можно зайти. Ну вот в принципе отсюда можно было поймать такое небольшое движение, но как бы несерьезное. У нас тоже есть по эфириуму уровни. Вот этот вот уровень 2, 5, 4, 9. То есть мы можем к нему подойти и здесь какое-то время торговаться. Если честно, эфириум пока выглядит слабее битка, биток у нас сильнее выглядит. Ну и доминация у нас как бы на хаях, понятно, что ликвидность больше биток идет сейчас, а не в альткоины. Но эфириум у нас крайне недооценен, я считаю, что до сих пор эфириум покупать это очень смарт. После пролива, опять же, я давал точки входа на лонг здесь, то есть можно было забрать это движение. Сейчас мы стоим в каком-то боковике, и я бы смотрел, куда у нас будет движение. И в ту сторону, куда у нас будет движение, скорее всего, у нас будет дальше развиваться рынок. То есть, если мы
мы выйдем куда-то вниз, то мы можем дойти вот до этих вот уровней, вот сюда, куда мы здесь перекрыть имбаланс, и дойти куда-то до 2200. Если мы выйдем сюда выше, то есть у нас уровень сопротивления, мы его пробиваем, здесь торгуемся, у нас тоже вот здесь вот можно так сопротивление провести, такое большое сопротивление, и нам его как нужно пробивать. Вот здесь вот огромное сопротивление, здесь вот мы пытались его пробить, все никак не могли. То есть у нас огромное количество эфириума куплено на отметках 2800. И люди, которые здесь покупали эфириум, они вот сидят, им надоело ждать, они хотят уже выйти, и когда сюда цена приходит, они постоянно продают и не дают цене вырасти. Поэтому это вот супер сильная зона сопротивления 2800. Если мы ее пробиваем, то мы летим на 3000, 3100 и так далее. Вот, но пока что мы находимся ниже, и у нас не хватает просто покупательской силы. Мы видим, даже объемы не такие большие, допустим, как были здесь. У нас гораздо меньше сейчас объем торгов. Надо смотреть еще по объему. Если объем будет заходить здесь, будет всплеск объемов, то тогда вероятнее, больше всего вероятно, что мы пойдем гораздо выше. По эфириуму тоже пока что, если заходить в лонги, то это возможно от сноса ликвидности за этой проторговкой, то есть какое-то такое движение, давайте покажу вам. То есть что-то вот такое, снос ликвидности за проторговкой, какой-то там отскок вот этот можно забрать, и дальше надо смотреть, либо мы пойдем на обновление к этому уровню, и отсюда уже смотреть более уверенные лонги, либо мы пойдем сразу с текущих, то есть сносим ликвидность, вот так вот. Потом идем сюда к уровню, здесь какое-то время торгуемся под уровнем, туда-сюда, его пробиваем, закрепляемся и идем выше. То есть вот такие планы у меня есть по эфириуму. Как бы два сценария, либо с отката, сильного отката вверх, либо с небольшого отката, с носом ликвидности вверх. И иногда может быть такое, что мы идем просто без откатов, просто подошли к уровню, проторговались, пробили уровень, закрепились, пробили дальше и пошли вверх. Такое тоже может быть, как бы вот вам 3 варианта по эфириуму. Выбирайте любой, какой вам нравится. Вот. Но в целом, типа, я бы смотрел, куда мы будем двигаться. Если мы будем двигаться вниз, то вот эти зоны лонга. Раз, два. Если будем двигаться вверх, то тут надо уже смотреть от пробоя торговать. То есть пробой будет, заходим в лонг. Либо 3 теста пробоя можно торговать. То есть вот такие вот формации по эфириуму вижу. По альткоинам у нас тоже очень много интересного было. Мы это все торговали. Вот давайте вам покажу ZK. Чуть-чуть, блин, до тейка не дошли. Вот буквально чуть-чуть не дошли до тейка. Потом у нас был Ape. Ape мы забрали, это ровненько в тейк пришли, бам. Потом у нас был AMX, тоже забрали, гораздо выше даже улетели. Что у нас еще было? Ether тоже забрали пробойчик. То есть, ну, красиво торгуем, делаем деньги, вот как говорится. Вот, поэтому те, кто хотят торговать с нами, получать сигналы, это криптобаза, мое закрытое сообщество, ныряйте в описание, там можно более подробно ознакомиться. Поэтому по альтам в целом у нас в альтах вырисовывается уже разворотная формация, то есть видите, мы обновляем пики, лоу у нас повышается, то есть структура у нас восходящая, у нас ломается тренд, который у нас был нисходящий, на восходящий, то есть вероятно в ближайшее время мы будем видеть рост по альткоинам, что в принципе совпадает с тем самым альт-сезоном. Там если посмотреть на все эти формации, закономерности, то примерно где-то на осень выпадает тот самый альт-сезон. Опять же, не факт, что он будет именно осенью, возможно нас опять обманут, либо будет локальный рост, а потом будет альт-сезон, его отложат, то есть все там выйдут на локальный росте, коррекция, все уже вышли, и потом резкий рост уже без лишних пассажиров, как говорится. Но примерно где-то на осень выходит, опять же, об этом все уже говорят. Ну и когда все думают, что будет альт-сезон осенью, то как-то, блин, странно, не могут все оказаться правыми. Ну, короче, посмотрим, но по большинству альтов, как видите, структуры ломаются на восходящей, то есть high-low повышается, и вероятнее всего мы будем расти. Вот high-low повышается, чуть обновили. Вот, тут вообще, кстати, формации такие, смотрите, голова и плечи, то есть раз плечо, голова, два плечо. Обычно это разворотные формации на лонг. Вот, самая такая прям выраженная формация, это вот на ондо, смотрите. То есть раз плечо, голова, плечо, и когда мы пробиваем эту шею, тут пока был ложный пробой, когда мы пробиваем эту шею, то мы летим вот сюда вот. То есть, в принципе, у нас выглядит все очень лонгово по альтам, поэтому локально можно от каких-то уровней, допустим, отсюда 3 теста уровня подбирать лонги. Чем мы такого можем смотреть. Поэтому как бы альты выглядят очень буллиш, несмотря на сегодняшнюю коррекцию. У нас сегодня понедельник. Понедельник у нас как бы всегда обычно начинается с коррекций. Хотя вот ночью можно было импульсы забрать, которые мы забрали с ребятами из криптобазы. Поэтому пока что я вижу рынок так. Я вижу все очень лонгово на дистанции. И думаю, что нас порадует. Особенно если Трамп ничего не сказанет. Потому что, ребята, как бы ты можешь там посмотреть формации, все индикаторы, все графики, посмотреть вроде все в лонг. Трамп что-то выходит, говорит, и рынок падает. Поэтому, ребята, это вероятности. Я лишь, исходя из своей аналитики, повышаю вероятность на лонговое движение. Что там скажет Трамп, и все опять упадет, ну как бы это не от меня зависит. Поэтому рынок выглядит вот так вот. Что думаете вы, напишите в комментариях, будет интересно почитать. Обязательно влепите лайк. Также напишите, хотите ли рубрику со $100 до $5000, будет тоже интересно почитать. Подписывайтесь, а мы с вами увидимся в следующих видосиках. Всем пока!